Здравствуйте, с вами я, Ольга Гринкевич, и вы на канале Степагетных мастерских из Минска Белвагет Мастер. Котики рулят во всех постах в социальных сетях, и поэтому мы решили быть неоригинальными. И этот наш сегодняшний обзор посвятить котиной темой вышивки, кошачьей темой. Всякие разные котики всегда попадаются нам. И мне хотелось показать вам вот этого синенького котика. Я долго искала, кто же производитель этого набора, потому что я вижу первый отшив этой вышивки. Нам ее еще не приносили. И что вы же думаете? Это фирма «Золотое руно». Да, меня немножко это удивило, потому что сюжет достаточно необычный для фирмы «Золотое руно». Что хочу сказать, что 22 оттенка синего смогли создать вот эту красивую сюжетную линию, она такая таинственная, которую мы тоже захотели продолжить еще одним синим в оформлении. Поэтому мы здесь использовали 2 синих бархатных паспорту и пластиковую светлую раму. Она серебристо-перламутровая, которая хорошо обыгрывает вот эти вот свечения, которые вокруг нашей свечки есть. И, конечно же, музейное стекло, потому что работа достаточно темная. И если бы мы использовали здесь простое стекло, конечно бы очень все бликовало, и этот сюжет нельзя было рассмотреть. Конечно, для темных вышивок это просто находка, музейное стекло, которое позволяет рассмотреть сюжет более детально. Красивые оттенки голубого. Я думаю, что очень оформление понравится рукодельнице. И котики бывают разного характера. Одни ученые, другие мягкие, пушистые, а другие вот такие вот явно с не очень хорошим характером, которые создали, я думаю, что очень много проблем своим хозяевам и после этого отдыхают. Вот фирма РТО в 2019 году на осенней формуле рукоделия презентовала серию громадную котов, там много всего, назвала она ее «Среди черных котов». И меня поразило, что, оказывается, черное на черном, и не добавив немножко глазок, может появиться целая серия котов. Мы с Ириной Бондарович там зависли, и я с удовольствием бы вышила, наверное, такого котика, потому что здесь еще раз показывается, что вышивка может даже изобразить графическую работу. Я думаю, что это какой-то рисунок тушью, и вот с помощью крестика и иголки можно тоже создавать не только художественное произведение, но и вот такие наброски. Здесь с небольшим количеством черных и серых оттенков получается вот такой сюжет. Мне очень понравилось, как решила оформить эту работу наш молодой дизайнер Мария. А здесь она использовала несколько слоев паспорту, веканавку, светотеневую паспорту в форме круга, который хорошо завязался с вот этой билкой, на которой расположился наш сорванец. И все это обрамили в деревянный багет с продиром, итальянский, очень он красивый и хорошо подходит и подчеркивает вот этот элементы наброска, и очень гармонично все получилось. И музейное стекло здесь в оформлении. Этих котиков 2, и я покажу вам второго котика. Это работы нам принесли на дистанционное оформление на формуле рукоделия. И вот они уже собираются домой к своей хозяйке. Вот еще брат или сестра того котика, вот как раз представитель мягкий, пушистый. Видите, тематически взяли мы, так как эта серия, оформили в одинаковые рамы, но поигрались немножко с фактурами вот этих вот кругов. Здесь используется 2 слоя паспорту, одно из которых просто сделано с прорезной веканавкой, и создается дополнительный еще объем, что позволило вот эту простую вышивку обыграть как-то необычно. Оформление интересно будет смотреться, я думаю, что в современном интерьере. Будем ждать, когда они долетят, уже доедут до своей хозяйки, как она повесит, как разместит. Я надеюсь, все ей понравится. И, кстати, дистанционно мы работаем не только со странами СНГ и Европой, и Америкой, но и в Беларуси. Из Витебской области прилетела к нам эта работа на дистанционное оформление. Екатерина уже не одну работу оформила у нас в багетной мастерской, и это, наверное, такая самая фундаментальная ее работа. Я ее уже неоднократно вам показывала. Называется она «Сказки старого кота». Действительно, очень трудоемкая работа, но очень красивая. Здесь много маленьких нюансов. И мы когда-то спрашивали, какое количество котов изображено на данном сюжете.
Здесь в оформлении мы использовали бархатное паспорту и подобрали по оттенку внутренний такой вот, который хорошо, тон подходит к сочетанию наших штор. Очень красивый сюжет, пластиковая рама, простое стекло, потому что работа, конечно, не маленькая, она достаточно объемная. Интересно, сколько времени понадобилось Екатерине, чтобы вышить такую красоту. Покажем вам, упакуем и отправим ее домой по Белоруссии. Ну и, конечно же, если мы говорим про котиков, мы не можем не вспомнить про рыбку, которую они с удовольствием любят кушать. И вот такие карпы-кои прилетели к нам на дистанционное оформление из Одессы, из Украины. Пожелание у Елены было оформить во что-то нечто круглое. Но достаточно было нестандартное пожелание, потому что сама вышивка прямоугольной формы. Здесь мы постарались уже воспользоваться всеми своими навыками. Ну, прежде всего здесь дорисовали сюжет, использовали дорисовку. Как раз здесь самый уместный сюжет, потому что вы видите, часть сюжета как бы обрезана, и здесь его хочется продлить вот художественными способностями нашей Анечки. Здесь у нас используется простое стекло, поэтому оно немного бликует. В оформлении мы использовали 2 багета. Верхний итальянский багет, вот такой красивый, ажурный, он прям вот как будто еще дает напоминание, что это какая-то очень старинная шкатулка. И за основу взяли вот такой деревянный багет. Ну, неожиданное решение, но они получаются как будто парные. Нижний багет российского производства. В нем есть такие маленькие, еле заметные розочки, которые тоже очень хорошо завязываются с нашим декором. И давайте заглянем, посмотрим, что внутри. Тут такой специфический замочек потайной, что не сразу сможешь его открыть. Вот. Конечно, здесь все у нас задекорировано бархатом красным. Захотелось так, чтобы это было понасыщеннее. Хорошо красный гармонирует с золотом. Вот так все это красиво внутри выглядит. Специально сделали такие вот петельки для того, чтобы крышечка у нас не опрокидывалась. К сожалению, конструктив петель должен быть такой, чтобы крышка не заламывалась. Вот. И посмотрим, как это у нас выглядит с обратной стороны. Вот здесь я смотрю, что использовали какие-то новые золоченые ножки. Ну, все получается гармонично, красиво. Ну, надеемся, что границы вскоре образом будут открыты. Вообще мы планируем с нашей багетной мастерской, с коллективом съездить в Одессу. Может, даже завезем Елене эту вышивку лично, когда все успокоится. Вот такой обзор у нас получился, посвященный котикам, а также рыбкам. Написать в комментариях. Я знаю, что у большинства вышивальщиц есть кот. Если у вас кот или собака, посмотрим, кого же все-таки у вышивальщиц больше, котиков или собачек. Все, до новых встреч, пока-пока.